Всем панкейк! Знаете ли вы о существовании гигантского кровавого озера? Что за загадочные инопланетные столбы света можно увидеть в темноте неба? И почему над головой светит целых 3 солнца? В этом ролике вы узнаете о 13 самых завораживающих и мощных природных явлениях. В ближайшие несколько минут я покажу вам то, от чего захватывает дух. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Натрон. Ужасное, но прекрасное. На севере Танзании раскинулось загадочное озеро. Его необычный вид порой создает целые инопланетные пейзажи. В течение года оно постоянно меняет цвет и свою береговую линию. Почти 35 миль в длину и 13,5 в ширину. Хотя максимальная глубина все лишь около 10 футов. На кроваво-красной глади почти нет волн. При этом по воде мирно гуляют целые стаи фламинго. Но за этих пернатых не стоит беспокоиться, ведь это место — их дом. Вода Натрона очень сильно соленая. Любое небольшое животное или птица, попавшая в нее, погибает и превращается в жуткую мумию. Температура в некоторых местах озера достигает целых 122 градусов по Фаренгейту. Добавьте к этому ужасный запах. Эти, на первый взгляд, жесткие условия являются хорошей защитой для малых фламинго. Температура позволяет высиживать яйца в любое время года, а запах не позволяет хищникам даже приблизиться к этому месту. Но главный феномен Натрона заключается в кроваво-красных водах. К счастью, случается это лишь один раз в году. В самые жаркие феврале и марте озеро меняет свой цвет. Местами оно покрывается соленой коркой насыщенного красного цвета. Отгадка кроется в высокой концентрации карбоната натрия и больших колониях цианобактерий. Вода становится очень вязкой, запах усиливается. Купаться в такой воде, конечно же, не стоит. Любое касание, и тут же образуется очень сильный ожог. Впрочем, одного вида скелетов и мумий будет достаточно, чтобы это понять. Черный шторм. Когда огромная стая птиц с громкими криками хаотично движется в небе, то становится не по себе. В груди паника. В голове вопросы. Надвигается апокалипсис? Альфред Хичкок вернулся к живым и снимает новую часть фильма «Птицы»? Или это эксперимент, который вышел из-под контроля? Не волнуйтесь, друзья. Это всего лишь мурмурация. За сложным и незнакомым многим словом кроется грандиозный и впечатляющий танец скворцов. Скоординированный полет сотен особей может принимать самые невероятные формы. Чаще всего это какие-либо абстрактные фигуры. Живые облака уменьшаются и увеличиваются. Внезапно оно превращается в знак вопроса. Кто-то видит лицо или множество лиц. А через секунду это уже одна безумно гигантская птица. Глядя на столь красивое явление, можно задаться вопросом, как они не сталкиваются. Скорость полета скворцов во время мурмурации достигает 31 мили в час. Лидера в этой большой стае тоже нет. Так как им это удается? Знаменитый орнитолог Эдмунд Целус в 30-х годах 20 века предположил, что птицы используют телепатию. Но уже в 50-х годах группа ученых доказала, что избегать столкновений им помогает высокая координация и генетическая память. А в 2013 году уже другая группа установила еще один фактор. Во время полета скворцы смотрят за своими соседями. Каждая птица отслеживает до 7 особей за раз. Это самая быстрая в мире реакция на действия других членов стаи. Хотя на данный момент ученые и не нашли точного ответа, почему происходит мурмурация, большинство склоняются к 2 версиям: защита от хищников и тренировка навыков полета у молодняка. Гроза как гнев богов. Над жерлом вулкана возвышается огромный черный столб, огненные ручьи стекают вниз. Запах серы распространяется по всей округе, вся местность моментально покрывается пеплом. Но как будто этого мало. В самом центре внезапно сверкает молния. Грязная или вулканическая молния — очень красивое, но крайне опасное явление. Оно известно с очень древних времен. Обычно проявлялось в культуре как гнев главного бога пантеона. В Древней Греции эту молнию считали гневом Гефеста. Самое известное упоминание о грязевом разряде связано с извержением Везувия. Феномен грязной грозы довольно редок. Происходит это из-за столкновения и дробления отрицательных частиц золы и положительно заряженными вулканическими газами. Шлейфы с молниями порой могут достигать от 27 до 33,5 миль в высоту. И чем больше частиц, тем больше вспышек возникает. Чаще всего такое явление можно наблюдать на вулкане Сакурадзима в Японии. Оператор Марк Зеглад заснял одно из них и описал происходящее как один из вариантов конца света. Ударная волна и звук возникли с задержкой в несколько секунд после того, как мы увидели извержение. Этот короткий промежуток заставил меня изрядно поволноваться. Я и подумать не мог, насколько она будет сильной. Штатив и камера на нем затряслись. Я почувствовал дыхание из самих недр земли. Оно донеслось очень коротким и при этом мощным порывом.
Самое большое количество грязевых молний было зафиксировано во время извержения вулкана Eyjafjallajökull в Исландии. С 11 по 20 мая зафиксировали несколько десятков вспышек. Каждая из них сопровождалась громкими раскатами грома. Гипнотический свет. Как вы думаете, каков шанс, что ваша реальность превратится в компьютерную игру? Простая вечерняя прогулка в квест, вы просто идете по улице, как недалеко от вас возникает столб света и как бы приглашает к себе. А может, это корабли разумных пришельцев обозначили себе место посадки? Уверяю вас, никакой мистики или теории заговора тут нет. Наша главная звезда по имени Солнце при определенном положении в 6 градусов над горизонтом или 20 за ним может отражаться несколько причудливо. Почти горизонтальные плоские грани шестиугольных либо столбовидные ледяные кристаллы создают необычное явление. Частицы замерзшей воды в воздухе преломляют свет Солнца, и в результате мы видим огромные яркие столбы. Но такое можно увидеть не только вечером. Перистые облака днем также могут стать причиной появления столба света. Связано это с теми же льдинками, но в гораздо большем количестве. В средней полосе природных световых столбов практически не бывает. Однако они могут получиться при участии тех же кристалликов, но уже от искусственных источников вроде мощного фонаря или яркой вывески. Настоящее чудо можно увидеть в тех регионах нашей планеты, где регулярно или постоянно бывают низкие температуры. Например, Ниагарский водопад зимой. Огни Святого Эльма. Жюль Верн в своем романе «Путешествие к центру Земли» написал о маленьком блуждающем огоньке на конце мачты. Такие же огни появились в грозу на мачтах Пикода в Моби Дике, а древние греки называли их огнями Кастора и Полудукса или созвездием близнецов. Что же это за загадочные вспышки из света и молнии? На острых концах высоких зданий, башнях, острых скалах иногда могут возникать пучки света, которые называют огнями Святого Эльма. Большая напряженность электрического поля в безумные 100 тысяч вольт на 1 метр является мощным источником для этого явления. Разряды возникают во время гроз и зимой во время метелей, не исключение и песчаные или пылевые бури. А описанные в книгах выше и исторических записях случаи показывают, что и во время морского шторма. Очень часто эти вспышки можно наблюдать через иллюминатор на поверхности фюзеляжа самолетов. Однажды эти огни чуть не стали предвестником страшной авиакатастрофы. В 1982 году Боинг авиакомпании British Airways выполнял полет из Великобритании в Новую Зеландию. Во время пролета над островом Ява лайнер влетел в столб пепла от вулкана Галунгунг. Пилоты поняли это из-за резко возникших огней на лобовом стекле. Казалось, будто они покрыли весь самолет. Электроника начала постепенно выходить из строя, а параллельно пепел вывел из строя все 4 двигателя. К счастью, команде судна удалось перезапустить двигатели и совершить посадку в аэропорту Джакарты. Никто из 248 пассажиров и 15 членов экипажа не пострадал. Ледниковый период наступает. Что вы почувствуете, когда вместо крепкого кофе вас разбудит живая стена из льда? Кружка с горячим напитком в руках и пробирающий холод по всему телу. Жутко, правда? Необычное и впечатляющее природное явление, которое возникает при сильных и устойчивых низких температурах, называют ледяным цунами. Оно представляет собой стремительное движение льда и снега, которое может происходить в прибрежных зонах или на ледяных покровах водоемов. Обычно это связано с сильными штормами или ветрами. В результате могут наблюдаться масштабные перемещения ледяных масс. Иногда они могут достигать значительных размеров и представлять опасность для прибрежных сооружений и инфраструктуры. Чаще всего ледяные цунами могут возникать на морях, крупных озерах и реках. Данное событие может иметь серьезные последствия для городов и сельскохозяйственных полей. Одним зимним утром жители прибрежного городка Манитоба в Канаде будто оказались на съемках фильма «Катастрофы». В 2013-м миллионы льдинок, соединившись в гигантскую стену, и начали свое шествие. Местами высота достигала 33 футов. Свидетели этого явления сравнили шум ледяного нагона с громом, стуком колес поезда и бесчисленных одновременно бьющихся окон сразу. Где-то холодный вал проходил сквозь дома. Многолетние и толстые деревья ломались как щепки. Событие длилось всего 15 минут. Этого хватило, чтобы несколько строений были повреждены или вовсе уничтожены. Аналогичное событие наблюдалось и в Миннесоте на озере Минлакс. Штормовой ветер силой в 37,5 миль в час вынес тонны льда на берег города Аномия. Местные едва успевали забирать свои вещи с задних дворов. Больше всего не повезло курортам, которые были построены максимально близко к водоему. Ложное солнце. Встречу рассвета многие считают прекрасным способом начать день. Некоторые утверждают, что это обязательно принесет удачу. Просто представьте, вы стоите на красивой широкой поляне или около скального обрыва. Темноту начинает прорезать яркий свет. Вот оно. Но подождите. Откуда второе солнце? Третье? Не спешите бежать и покупать лотерейный билет. Полюбуйтесь этой картиной еще немного.
Паргелий — это еще один вид оптического явления. Во время него на небе появляются яркие пятна, похожие на Солнце. Обычно они расположены по бокам от настоящего светила. Возникает из-за преломления солнечного света в кристаллах льда, находящихся в атмосфере. Часто это событие называют ложными солнцами. Наблюдать это в любое время дня. Однако наиболее яркими паргелии бывают при высоком положении Солнца. Важным условием для появления может быть очень большое количество замерзших капель воды. Те, в свою очередь, образовываются в перистых облаках на высоте более 16,5 футов. Это явление часто наблюдается в холодное время года, особенно зимой. В 2021 жители финского города Саткама наблюдали настоящее волшебство. Над горизонтом появилось сразу 3 солнца. Они были объединены между собой золотым кольцом, а те, кто сфотографировал эту картину, удивились еще больше. На фото можно было заметить сразу 4 солнца. Кажется, теперь мы знаем, где живут настоящие счастливчики. Гора, которую кто-то заставил надеть шапку. Представьте, что вы преодолели сотни метров вверх, чтобы увидеть легендарную гору Фудзи. Погода почти идеальная, и ничто не загораживает вид. Замерзающие камеры едва успевают запечатлеть чудо света, как вы замечаете, забавное. Величественная Фудзи надела облако как шапочку, видимо, чтобы не отморозить вершину. Поздравляю! Вам повезло увидеть лентикуляр или линзовидное облако. Удивительное природное явление, которое вызывает восхищение. Эти облака в форме линзы или щита обычно появляются на средней высоте. Чаще всего от 6500 до 19500 футов. Они формируются в результате особых метеоусловий. Влажный и охлажденный воздух встречает препятствия, к примеру, гору или холм. Линзовидные облака обладают относительно стабильной формой и могут сохранять свои черты достаточно долго. Кстати, линзовидные облака часто создают незабываемые визуальные эффекты на закате или восходе солнца. Свет преломляется через их тонкие структуры и придает им удивительные цвета и оттенки. Стоит отметить важное. Это не просто красивое атмосферное образование. Эти воздушные шапочки являются важной частью изучения климата. Лентикулярные облака представляют большой интерес для ученых и, конечно же, для простых ценителей, которые просто любят наблюдать за небом. Одно из самых красивых проявлений произошло на горном массиве Пилорит на острове Крит. Сразу 2 облачные шапки накрыли вершину. Интересно, что пока обычные облака пролетали мимо, линзовидные оставались неподвижными. Удивительно, правда? Огненные танцы. Во время ужасных пожаров в Калифорнии местные жители могли наблюдать пробирающие до кончиков пальцев зрелище. Языки пламени вдруг становились высокими и тонкими. Затем они начинали свое движение, и направление невозможно было предугадать. Редкое явление, в котором встречаются сразу 2 стихии. Это называют танцующим огнем. Несколько отдельно горящих очагов объединяются в один мощный вихрь пламени. Это происходит из-за сильного восходящего потока горячего воздуха и вращения воздушных масс. Огненный смерч может достигать огромной высоты до 328 футов и диаметром 98 футов. Расходиться такое зрелище может на очень значительные расстояния. Скорость ветра внутри смерча может превышать 62 мили в час, и это делает его крайне разрушительным. Температура в центре может достигать нескольких тысяч градусов Фаренгейта. Все, что окажется на пути такого кошмара, будет уничтожено. Это явление часто сопровождается густым дымом, дополняющим мрачную и устрашающую картину. Огненный ураган — это не просто красивое и завораживающее зрелище. Это серьезная угроза для жизни и здоровья людей. Оно одно из самых опасных и разрушительных природных явлений и имеет катастрофические последствия. Подобное огненное торнадо в Лос-Анджелесе уничтожило 12 тысяч строений. Ущерб составил более 57 миллиардов долларов. Торжество красок и чудес в небе. Как бы вы описали северное сияние? Какие слова подобрали, чтобы перенести на бумагу нереальное и неосязаемое? Сложно? Конечно. Но не расстраивайтесь. Не всегда нужно придавать иную форму тому, что увидели ваши глаза. Аврора Бореалис или сияние — одно из самых захватывающих природных явлений на нашей планете. Удивительное зрелище возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Заряженные частицы потоков Солнца сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Они устремляются к полюсам. И уже там происходит то самое чудо. В результате этого сложного процесса небо озаряется удивительными переливами различных цветов. Зеленый и красный, желтый и синий. Иногда даже фиолетовый. Каждый цвет появляется в зависимости от элемента
элементов, с которыми взаимодействует солнечный ветер. Кислород создает зеленые и красные оттенки, а азот отвечает за синие и фиолетовые тона. Особенно яркие сияния можно наблюдать после вспышек на Солнце. В этот момент к Земле устремляется огромное облако заряженных частиц. Наблюдать северное сияние можно в период с сентября по апрель. Для этого нужно оказаться в радиусе 1553 миль от Северного полюса и желательно в ясную и морозную погоду вдали от городских огней. Но ни одна Земля может похвастаться этим явлением. Полярные сияния существуют и на других планетах. Например, на Юпитере они в 1000 раз ярче земных. А сияние Сатурна достигает впечатляющей высоты в 4000 футов. Северное сияние остается одним из самых желанных природных феноменов для наблюдения, притягивая к себе тысячи туристов со всего мира. Это настоящее чудо природы, которое заставляет нас восхищаться красотой и сложностью нашего космического дома. Самое редкое северное сияние произошло в Дании в 2023. Около часа свидетели события наблюдали за кроваво-красным шлейфом света. Блины на воде, но не те. Милое и забавное развлечение — пускать блинчики по воде. Кто-то обладает высоким мастерством и всего лишь одним броском камешка может создать до 10 блинов на водной глади. А что если и сама вода может так же? А порой даже и масштабнее. Все начинается, когда температура воздуха опускается ниже нуля. Река еще не успела полностью замерзнуть. На поверхности воды появляется тонкий слой льда, который под воздействием течения или ветра начинает трескаться на отдельные кусочки. Ледяные блины можно наблюдать на открытых водоемах в холодное время года. На поверхности плавают круглые куски льда. Странным образом те похожи на гигантские блинчики диаметром от нескольких дюймов до целого фута. Они словно танцуют на водной глади. Иногда соединяются друг с другом и образуют целые ледовые поля. Но подождите, дальше все становится еще интереснее. Эти льдинки начинают вращаться в воде, как маленькие волчки. Благодаря постоянному движению течение помогает им приобретать идеальную круглую форму. Как снежный ком становится круглым, когда вы катите его по земле. По мере вращения каждый кусочек захватывает новые слои льда, постепенно увеличиваясь в размерах и становясь все прочнее. Особенно часто это явление можно наблюдать в северных широтах, где зимы суровые и реки замерзают постепенно. Например, Аляска, Канада и Финляндия. Необычным местом образования ледяных пончиков стало озеро Оканаган в Британской Колумбии. Жители города Пентингтон заметили сотни и сотни кружков изо льда и снега. Удивленные таким событием, местные устроили целые фотосессии, а Оканаган получила мировую известность. Живые камни. Сказка? Или нет? Закройте глаза и представьте картину. Огромные валуны весом до 771 фунта медленно скользят по глинистому дну озера. За ними тянутся длинные следы длиной в несколько миль. Вы оказались в загадочной долине смерти. Там, в высохшем озере Ристрек-Плая, происходит одно из самых удивительных природных явлений – движущиеся камни. Эти загадочные путешественники приходят в движение всего раз в 2-3 года. А когда это происходит, они способны преодолевать внушительные расстояния. Небольшие камни могут проползти более 650 футов за одну зиму. Дорожки от этих валунов тоже бывают разные. Глыбы с ребристой нижней поверхностью оставляют прямые следы. Лежащие на плоской стороне словно блуждают и постоянно меняя направление. Долгое время это оставалось одной из главных загадок природы. Люди пытались объяснить его сверхъестественными силами. Наука — магнитными полями. Истина оказалась гораздо интереснее, все благодаря уникальному сочетанию условий. Начинается это действие с того, что после редких дождей вода скапливается в южной части озера. Ночью они замерзают и образуют тонкие ледяные пластины толщиной всего 0,23 дюйма. Затем вступает ветер. Поток со скоростью 90 миль в час подхватывает эти плавающие льдины вместе с камнями, и тогда камни начинают свое неспешное путешествие со скоростью 3,2 дюйма в минуту. Это удивительное явление природы продолжает привлекать внимание ученых и туристов со всего мира. Только в 2014-м исследователи впервые смогли непосредственно зафиксировать движение камней с помощью специальных датчиков и камер. Они, наконец, раскрыли тайну, которая веками будоражила воображение людей. Голос Земли. И последний, но не по значимости участник в нашем топе. Загадочный гул глубоко внутри земной коры. Кто-то считает это результатом работы буровых машин, а кто-то попыткой спрятанного мира связаться с нами. Таосский гул — загадка, которая на протяжении десятилетий озадачивает ученых и местных жителей. Низкий гудящий звук похож на отдаленный гул реактивного двигателя или работу огромного трансформатора. Периодически он слышен в разных частях планеты. Чаще всего его фиксируют в американском городе Таос в штате Нью-Мексико. Впервые явление привлекло широкое внимание в 90-х. Тогда группа исследователей начала документировать жалобы местных жителей на странный гул. Странно, но слышат его далеко не все.
По некоторым данным, только около 2% населения могли воспринимать этот звук. В редких случаях он может быть настолько громким, что мешал спать, и даже вызывает головные боли. Таус-Хум имеет характерную частоту около 30-40 Гц. Нижний диапазон человеческого слуха 16 Гц. Громкость звука может меняться в зависимости от времени суток и погодных условий. Металлические предметы вроде водопроводных труб и железнодорожный рельс усиливали восприятие гула. Существует несколько предположений о природе этого феномена. Это инфразвук от отдаленных вулканов или землетрясений, как и искочастотные электромагнитные волны и геологические процессы в земной коре. Но основная теория — это техногенные источники вроде промышленных объектов и военной техники. Загадочность Таус-Хума заключается еще и в том, что его крайне сложно зафиксировать с помощью обычных приборов. Исследователи устанавливали чувствительные микрофоны в местах, где жители регулярно слышат гул, но аппаратура часто ничего не регистрировала. Это породило множество конспирологических теорий, от секретных военных экспериментов до влияния внеземных цивилизаций. Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор нет единого мнения о причине существования таосского гула. Он продолжает оставаться одной из самых интригующих загадок современной науки и показывает нам, как много неизвестного и необъяснимого существует в нашем мире. Ну что же, дорогие зрители канала, сегодня вы наверняка узнали о многих необычных и скрывавших от вашего любопытства явлений природы. Надеемся, что это было самое увлекательное путешествие в мир событий на нашей планете. Расскажите в комментариях о том, что вы знали раньше, а что для вас стало открытием. Увидимся в следующем познавательном видео. Всем панкейк!